Вот такой обалденно вкусный пирог с ревеня я сегодня сделал. Смотрите, какая прелесть. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня займемся выпечкой. Именно я решил сделать мой самый любимый пирог. В Эстонии этот пирог очень популярный. Я всегда жил в Эстонии, я всегда покупал, и у меня родственники выпекали тоже. А сам я этот пирог никогда не делал. А здесь в Англии я посмотрел, в магазинах появился ревень, и я решил попробовать и посмотреть, что же у меня получится. Я надеюсь, что что-то получится очень вкусное. Выпекаться будет два этапа. Первый этап мы сделаем, выпечем песочное тесто, а потом уже основной пирог. А чтобы время терять, пойдем покажу, что и как я буду делать. Конечно же, все составляющие ингредиенты этого пирога будут подписаны под видео. И мой совет, перед тем, как делать песочное тесто, желательно, чтобы масло и яйца были комнатной температуры. Итак, в первую очередь, что я возьму? Я беру масло. У нас жарко, так что масло быстро уже аж тает. И мы сейчас будем отламывать и в посуду ложить. И оставшуюся часть. Так. Сюда добавляю сахар. Добавим соль. Так. Пока это все будет взбиваться, у меня здесь мука уже просеянная, сюда добавлю я сразу же пекарный порошок. Так. И этот пекарный порошок мы сейчас вилочкой перемешаем. Все было у нас на готове. Сейчас в первую очередь мы собьем масло с сахаром, и тогда будем добавлять постепенно яйца. Вот так. А теперь мы добавим одно яйцо и продолжим взбивать. Теперь я добавляю второе яйцо. Конечно, мы со стенок сошли. И продолжаем взбивать. Время от времени останавливаем и все очищаем со стенок нашего миксера, чтобы все равномерно взбилось. Так, теперь мы меняем миксер. Все, что здесь, сейчас мы вычистим. И миксер для насадку для теста ставим. Так, и высыпаем всю нашу муку сюда. Начинаем с маленьких оборотов, и тогда обороты увеличим до готовности теста. И все тесто перенесем в эту посудину, вот так, или в эту миску. И это пойдет теперь в холодильник на 40 минут, чтобы немножко застыло, потому что у нас на кухне сейчас жарко, и иначе у нас все расплавится. Так что это сейчас идет у нас в холодильник на 40 минут, а мы продолжим следующими ингредиентами.
Итак, здесь у меня сахар уже приготовлен, и здесь у меня ревень. Если у вас ревень молодой, тогда кожу снимать не надо. Если у вас старый, тогда лучше снять. И мы сейчас разрежем вот такими кубиками. И все отправляем в эту большую миску. Единственное, что я скажу, что я сейчас сразу же сахар добавлять не буду, а мы перед тем, как это пойдет в духовку, мы тогда помешаем все с сахаром. Потому что что сейчас получится? Если я сейчас добавлю сахар, у нас будет очень много жидкости там, чего нам не надо. Мы сейчас все приготовим. И тогда перед выпеканием я покажу, что делать сахар и с кусочками ревня. Я знаю, что многие делают как заливной пирог. А мне вот этот пирог, что я сейчас делаю, больше нравится, чем заливной. Вот так. И теперь осталось ждать, как 40 минут пройдет, что тесто песочное вытащим, тогда будем выпекать. Так что встретимся, как песочное тесто будем выпекать. Итак, тесто у меня отдохнуло хорошо. Сейчас я немножечко для бордюрчиков сниму. И это мы сейчас прокатаем на этой бумаге. На бумаге делаю, чтобы легче было перенести в форму нам. В то же время у нас духовка нагревается до 180 градусов. Так. Теперь аккуратненько я все перенесу это в форму. И в форме мы сейчас руками сделаем такой бордюрчик. На бумагу почему? Чтобы легче было вытаскивать. И теперь здесь у меня тесто, и сейчас с тестом будем формировать бордюрчик. Лепить так. Так, теперь я возьму вилкой, и вилкой мы сделаем дырочки, чтобы воздух выходил. Иначе у нас тесто может приподняться, будет пузырчатое. Вот так. И теперь это идет в духовку 180 градусов 10-15 минут до нежной румяности. Так, здесь у меня посудина планетарного миксера. Я сюда вбил 6 яиц. Добавляю сахар с щепоткой соли, немножко ванилина, и все это надо взбить. Вот так. И теперь все это взбиваю. Итак, здесь яйца у меня взбились. Перед тем, как яйца мы добавим муку, я промешаю наш ревень с сахаром. Итак, теперь постепенно мы сюда добавляем муку. Постепенно. И перемешиваем. Как вы видите, форму я поменял, побольше поставил, чтобы... И все. И распределим равномерно по всему пирогу. Вот и все. И теперь идет это в духовку 175 градусов на примерно 40 минут. Смотрите сами по своей духовке. Так что с Богом. Вот такой пирог у меня шикарный получился. Выпекался при 175 градусов 35 минут. Так, что я сделаю? Мы оставим, пускай остынет, и потом мы при помощи этих краев бумажек вытащим. Не забывайте, дно будет рассыпчатое, потому что песочное тесто. Так что пускай теперь это отдыхает, остывает, и потом перед тем, как накрывать, мы еще сахарной пудрой сверху пройдем. Вот такой пирог отличный получился, посмотрите. Какой пышный все. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно спечь. А именно я сегодня сделал пирог с ревеня или с рабарбара. Этот пирог очень популярный в Эстонии, один из любимых пирогов.
начинка получается кисло-сладкая. Конечно, немножко занимает время, но какой обалденный результат. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам даст какую-то идею сделать то же самое или что-то наподобие такого. Попробуйте, вы не пожалеете. Я надеюсь, вам понравится тоже. А на этой сладкой, аппетитной ноте хотел бы с вами прощаться. Пожелать вам самого наилучшего. Не болейте. Всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.